Всем привет, всем хай из солнечной Австралии. Рад приветствовать вас на своем канале Шубуршим по Австралии. Австралия является автомобильной страной. По своему личному опыту я могу сказать, что в Австралии без личного автомобиля просто никуда. Помимо того, что вы себя лишаете прекрасной возможности путешествовать, внутри континента, выезжать на пляж, ну и решать какие-то бытовые вопросы жизненные, там выезд, допустим, в торговые центры, в супермаркеты и так далее. По статистике 75% населения Австралии владеет как минимум одним автомобилем. То есть получается, практически на каждую семью есть один автомобиль. И это несмотря на то, что здесь в Австралии достаточно неплохо развит общественный транспорт. Кстати, те, кто не смотрел еще выпуск про общественный транспорт в Западной Австралии, как здесь устроено, как здесь все работает, можете пройти по ссылочке в описании. Итак, в этом выпуске я хочу поделиться с вами своим опытом. Что нужно учитывать вновь прибывшему в Австралию, какие есть нюансы при покупке, какие есть нюансы при аренде. В общем, все вам расскажу в деталях и по полочкам. Итак, ребятки, первая опция – это краткосрочная аренда. Машину вы сможете арендовать от одного дня до нескольких недель или даже там, допустим, месяц-два. Во-первых, для того, чтобы арендовать автомобиль, вам потребуется обязательно водительское удостоверение международного образца, ваше имя на английском языке, плюс указано, что driver license. Вот, допустим, на моих правах есть как и на отечественном, на русском языке, так и на английском. На рынке представлено несколько компаний, которые предоставляют свои услуги по сдаче в аренду автомобилей. У всех этих компаний есть свои веб-сайты. На веб-сайт вы можете зайти заранее, ознакомиться, выбрать для себя доступную опцию. Например, мы разберем Corolla Hybrid. Corolla Hybrid в сутки вам обойдется $97. Страховка в эту сумму не включена, она оплачивается отдельно, это $14 за один автомобиль, тоже за один день. За одного дополнительного водителя еще $5 в сутки. Помимо этого есть ограничение не более 100 километров в сутки. Плюс еще $150 с вас возьмут, если вы будете пользоваться автомобилем за пределами города. Учитывая то, что лимит 100 километров в сутки, в принципе на 100 километров особо много не наездишься. Например, мы с вами все-таки выбрали Toyota Corolla Hybrid, в сутки $97, страховка дополнительная. Но если мы снимаем, например, на неделю, то тогда сумма будет $371 за одну неделю. Итак, первый совет по аренде автомобиля. Обязательно максимально детально сфотографируйте автомобиль по кругу, по всему периметру. Багажник, что под капотом. Зафиксируйте километраж. Обязательно рассчитывайте, что вам придется в свой бюджет добавить $400. $400 это депозит. Депозит, конечно же, возвратный. Он возвращается в течение 5 рабочих дней на вашу карту. Еще такой момент, то что ковриков, к сожалению, резиновых в автомобилях нет. То есть надо быть бдительным. Если вы езжаете на пляж, либо вы езжаете с детьми, соответственно, есть большая вероятность, что они вам салон очень сильно испачкают. По окончанию срока аренды обязательно они, конечно же, салон проверят, но также в вашем договоре будет указано, что они могут до $55 взять за клининг автомобиля. Если вы будете клининг делать самостоятельно, автомойка стоит $15 примерно, не ручная мойка, пылесос $2 5 минут. Так, ребята, вторая опция это лизинг, долгосрочная аренда. Сроки лизинга могут варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет. Как правило, в сумму ежемесячного платежа у вас уже будет все включено. Это и страховка, топливо, обслуживание, даже замену шин, по-моему, и обслуживание тоже туда будут включены. Но есть один нюанс. Чем меньше срок лизинга, тем больше вы платите ежемесячный платеж. Например, если ваш срок лизинга, скажем, 1 год, то тогда, согласно калькулятору и условиям договора, вы будете платить ежемесячно, скажем, $800 ежемесячно. $800. Если вы вступаете в договор и берете машину в аренду на 3 года, то тогда ваш платеж составит порядка $600. То есть $300 в месяц выгода примерно выходит. В год мы умножаем, сумма совсем другая получается. Условно говоря, если мы берем машину в лизинг сроком на 1 год, то тогда в год у нас получается мы заплатим порядка почти 11 тысяч долларов. Если мы берем машину в аренду на 3 года, тогда у нас в год составит сумма порядка $7200. Если мы посчитаем сумму 7200 в год и умножим на 3 на срок
лизинга, да, вашего на срок 3 года, тогда у вас сумма получится в итоге порядка 22 тысяч долларов. За эту сумму, соответственно, вы точно сможете купить поддержанный автомобиль, бэушный, в неплохом качестве, в хорошем состоянии. Автомобиль будет порядка 2017 года, ну, либо чуть повыше даже года. Да, еще раз повторюсь, в лизинг обязательно в ежемесячный платеж, как правило, туда входит и оплата топлива, то есть они вам и топливо оплачивают, и все остальное, но есть нюансы. Например, по окончанию лизинга они будут, конечно же, делать инспекцию, будут проверять ваш автомобиль на наличие различных повреждений, лакокрасочных покрытий. И по-любому они 100% будут стараться с вас какие-то деньги поиметь. Есть один нюанс и даже плюс с одной стороны. Есть ряд компаний лизинговых, которые заключают соглашение с различными работодателями. Это говорит о том, что ваш работодатель может напрямую ежемесячно переводить платеж за лизинг. Что это вам дает? Какие плюсы с этого? Плюс заключается в том, что здесь зарплата все равно выходит нетом, то есть до уплаты налогов. Например, вы получаете зарплату, условно говоря, 5000 долларов в месяц до уплаты налогов. Значит, работодатель, условно говоря, перечисляет 600 долларов ежемесячно с этих 5000 долларов на оплату лизинга. И у вас остается 4400. Так вот, налоговая ставка будет применяться уже не к 5000 долларам, а к 4400. Соответственно, на выходе вы как бы получите выгоду, то есть с вас меньше налогов возьмут. У всех лизинговых компаний есть обязательно калькулятор, достаточно тривиальный. Вы можете самостоятельно посчитать, какая выгода для вас будет. Но данный случай для меня не применим, потому что я посчитал 3 года лизинга. По окончанию лизинга еще не факт, что у меня получится выкупить данный автомобиль. И будет ли у меня желание и намерение выкупить этот автомобиль. Я пришел к выводу, что лично для меня, для моей семьи лизинг это не та опция, не подходящая совсем. Самые основные условия лизинга, как правило, одни и те же. Это километраж в год. То есть, допустим, в рамках договора вы будете иметь право проезжать не более 15 тысяч километров в год. Второе условие, которое может быть, то что по окончанию вашего договора с лизинговой компанией вы будете иметь право выкупить данный автомобиль. Но опять же есть нюанс. Сумму, которую вы, например, платили в течение 3 лет, условно говоря, по 7000 долларов в год, вот эта вся сумма за 3 года, она не будет учитываться в счет покупки автомобиля. То есть вам, грубо говоря, если вам компания, которая занимается лизингом, говорит, тут автомобиль стоит 30 тысяч долларов, и не важно то, что вы за 3 года заплатили уже 21 тысячу долларов, вы должны будете 30 тысяч по окончанию, конечно же, где-то раздобыть. Но есть еще один минус. Если ваш срок договора, допустим, на 1 год, там, либо на 3 года, но вы хотите по каким-то объективным причинам, по семейным обстоятельствам прекратить аренду автомобиля, прекратить лизинговый договор, в договоре 100% будут прописаны штрафные санкции, сколько в случае расторжения договора вы должны будете выплатить данной компании. Должны будете выплатить. Ну вот, блядь, сбил меня. Это, конечно же, очень рискованно. Все-таки иметь свой автомобиль это намного безопаснее с точки зрения, да, семейного бюджета, потому что в случае чего, если вы там немножко приболели, потеряли работу, уволили вас, сократили, по другим обстоятельствам поменяли место работы, тогда вы сможете свой автомобиль продать смело, да, и жить на эти деньги. А в случае с лизингом так не получится, то есть вы еще должны будете остаться. Ну вот тоже отдельная тема для разговора, да, это паркинг. Паркинг у нас везде есть в городе, так же в принципе, как и в любом другом австралийском городе. Но суть какая? Суть в том, что сейчас в день, один день паркинга, вот допустим на этой парковке я оставлял машину, мне надо было просто на работу приехать на машине, стоит 17 долларов. В этом году правительство решило увеличить ставку, и они уже хотят 25, ну это грабеж средь бела дня, 25 долларов за сутки. Но, тем не менее, еще правительство активно развивает общественный транспорт. Сейчас вот тоже были новости, я читал. Они хотят запустить дополнительные баркасы, будут строить причалы. Чуть на юг Перта будут строить причалы. И, в принципе, люди, помимо использования общественного транспорта, вот такого как автобусы, да, там, либо трейны, метро, можно будет смело пользоваться этими баркасиками. Но вообще стоимость за парковку, она, конечно, сильно варьируется от паркинга к паркингу. Нет какой-то определенной фиксированной ставки. Вот мы, например, тоже ездили в зоопарк, там один день стоит 6 долларов парковка рядом с зоопарком. Допустим, где-то в городе мне надо было срочно остановиться, там 2 часа, 1 доллар 5 центов. Ну, 5 центов, скорее всего, это просто комиссия за то, что с карты делают транзакцию. Да, кстати, я вам не сказал, штраф предусмотрен минимальный 200 долларов за парковку, неоплаченную парковку. Поэтому же, конечно, люди стараются не рисковать, лучше заплатить сейчас там 1, 2, 5 долларов, нежели потом влипнуть на 200. Да, безусловно, никто не говорит, что здесь нет бесплатных парковок, бесплатные парковки есть.
Как правило, даже на тех самых платных парковках стоят знаки, которые говорят о том, что, допустим, в определенные дни, ну это выходные дни, либо public holidays, можете свой автомобиль оставить бесплатно на парковку, время, тайминг указан, допустим, там с 6 утра и до 6 вечера, либо могут просто указать интервал, что там на несколько часов или остановка не более 30 минут. Вот так повсеместно стоят парковочки, небольшие карманчики, есть киосок с тикетом, да, про который я тоже показывал только что. Вот на противоположной стороне вы тоже видите там своего рода как карман, отдельная, ну не полоса, а кармашек, скорее всего, да. Самое главное обращать внимание, это что на знаки. Знак стоит, прочитали, убедились, что вы можете парковаться. Ищем рядом киосок, подходим, оплачиваем. Самое главное, обязательно это необходимо положить свой квиточек, чек себе на дашборд, то есть на приборную панель, потому что если пойдет инспектор, будет делать обход, есть специально определенная служба, чек они увидят, выпишут вам штраф, потом получите письмо счастья на 200 баксов. Но если оно вам надо, то, пожалуйста, можно рисковать. Тут люди, в принципе, все организованы, очень, за редким исключением, люди просто не платят за парковку, встали где попало и пошел. Такое здесь редко бывает, но все равно такие случаи есть. Итак, ребята, третья опция, заключительная, это покупка, продажа автомобилей. В интернете очень много, просто тысячи различных объявлений. Объявления можно искать через несколько приложений. В основном люди все пользуются приложением Car Sale, либо можно посмотреть на Фейсбуке Marketplace. Есть, конечно, два способа. Первый способ — это вы покупаете с рук, то есть у частного лица, либо вы покупаете у дилера. Первый момент, если вы покупаете у частного лица, тут есть, конечно же, свои риски. Вы можете купить автомобиль с какими-то серьезными дефектами. Но, опять же, если вы разбираетесь хорошо в автомобилях, либо есть у вас знакомые, либо вы самостоятельно, можете свободно открыть капот, там, посмотреть ходовку, тогда, конечно же, проблем с этим никаким не будет. На диагностику, на СТО день в день записаться не получится. Как правило, запись здесь неделя-две, надо ожидать по-любому. Второй момент, конечно же, если вы приобрели автомобиль и он с дефектами, никто вам гарантии на автомобиль не даст. Вам необходимо будет самостоятельно заполнять все формы и отправлять в полицейский департамент для того, чтобы зарегистрировать свой автомобиль. Дальше то же самое, вам нужно заниматься самостоятельно страховками и так далее. Когда вы покупаете автомобиль у дилера есть свои, конечно же, преимущества. Первое преимущество: дилер за вас делает, собирает все документы, отправляет в полицейский департамент. Вы только по почте получаете необходимые документы, подтверждающие, что автомобиль ваш. И далее вы, конечно же, получаете инвойсы для оплаты различных пошлин. Чтобы купить автомобиль без проблем, вы можете воспользоваться своими правами. Самое главное, чтобы на вашем водительском удостоверении были написано driver license по-английски, ваше имя и фамилия на английском языке. Помимо driver license вам потребуется паспорт, само собой, заграничный, да? Паспорт заграничный и распечатанная виза. Больше ничего не потребуется. Помимо того, что дилер вам предложит, конечно же, гарантию, там она, по-моему, варьируется месяц-3. То есть обычная стандартная гарантия от дилера, даже если вы покупаете бэушный автомобиль. Второе, они вам могут предложить расширенную гарантию. Я в своем случае приобрел расширенную гарантию. Расширенная гарантия покрывает абсолютно любые поломки, любые расходы, которые связаны с автомобилем. Кроме это замена масла, замена, допустим, автошин, замена различных жидкостей. Значит, по поводу расширенной страховки. Мне было предложено приобрести страховку на 1 год стоимость 1200 в год, на 2 года 1600 и на 3 года стоимость $1900. В общем, при оформлении страховки я поинтересовался, могу ли я ежемесячно оплачивать, потому что для меня сразу за 3 года заплатить 1900 это была очень большая, крупная сумма. Мне сказали, да, что можно. Я приехал оформляться к дилеру, и тут выясняется, что девочка по телефону все перепутала. И для того, чтобы мне попасть в эту программу и платить ежемесячно за расширенную страховку, а это где-то $52 в месяц, мне пришлось сразу выложить всю сумму, 1900. А выяснилось почему? Потому что у меня не было австралийских прав. Система так работает. То есть программа бы не разрешила мне оформить страховку долгосрочную на 3 года, расширенную страховку, да, с ежемесячной оплатой. Еще один совет: обязательно перед покупкой автомобиля необходимо все проверить. Все стеклоподъемники, все лампочки, габариты, уши сворачиваются, дворники работают, не работают. Тут я немножко проперся, не проверил, у меня одна лампочка, например, в салоне не работает. Еще при покупке автомобиля я обратил внимание, открыл капот, обратил внимание, что масло не совсем свежее. Я их просил поменять, они мне это сделали бесплатно. Еще я проперся, не проверил омыватели стекол. То есть, когда уже приехал домой, я сначала думал, может быть, это связано с тем, что бачок пустой, но оказалось не так. Один у меня омыватель был сломан.
Но в рамках гарантии я потом буквально через 3-4 месяца приехал, мне все починили. Также обязательно нужно учитывать то, что необходима обязательная страховка. Страховка оформляется, как правило, на год. В моем случае я плачу $110 ежемесячно, потому что у меня на момент оформления договора не было всей суммы. Тут нет такого понятия, как страховка ОСАГО, либо КАСКО. Страховка полностью покрывает все, даже в том числе и, конечно же, угон автомобиля. Сумма вашей страховки будет варьироваться от того, какой вы excess fee готовы будете заплатить в случае наступления страхового случая. Ну, то есть, если, допустим, в случае ДТП выявится, что есть ваша вина. Если вы не планируете ничего платить, соответственно, тогда сумма страховки будет увеличиваться пропорционально. В моем случае я excess fee поставил $700, и сумма моей страховки порядка 1300 в год. То есть я плачу 110 ежемесячно. Опять же, возвращаемся к тому по поводу страховки. У меня вот был случай, да, обороты машина закидывала, иногда на старте ее начинало трясти, я съездил на диагностику. На диагностику записался, мне пришлось ждать 2 недели. В общем, на ремонтной мастерской обнаружили, что проблема с вариатором. Но поскольку у меня была расширенная гарантия, я обратился к своему дилеру, и дилер мне полностью, представляете, поменял вариатор. Если бы у меня не было этой расширенной страховки, то я бы выложил за ремонт, замену вариатора $4000. Австралийских, естественно. Поэтому, учитывая, что я инвестировал, грубо говоря, 1900, по факту мне уже эта страховка расширенная купилась. Поэтому, если вы все-таки надумаете приобретать автомобиль, мой вам совет: обязательно рассчитывайте, закладывайте бюджет на вот эту расширенную Extended Insurance Warranty. Кстати, тут очень интересный подход. Если вы приехали к дилеру, обратились с гарантией, да, и автомобиль у вас не на ходу, они его забирают на ремонт, вы можете у них спокойно спросить, что вам делать в этой ситуации. В моем случае мне предоставили автомобиль. Спокойно, на время ремонта мне дали другую машину. То есть здесь это вообще самая обычная нормальная практика, когда на время ремонта вашего автомобиля дилер вам выдает другую машину. Конечно же, она не эквивалентна была моей, мне выдали табуретку. Вот. Но, как говорится, за отсутствием машины вообще хоть лучше что-то под жопу взять, чем вообще ничего. Ну, значит, какие у меня еще расходы были, помимо того, что я заплатил за сам автомобиль. Кстати, автомобиль я купил за $17 000 австралийских. На тот момент я посмотрел, у меня Mitsubishi Outlander, в России он стоил 1 700 000, если переводить в рублях. Здесь я его купил за 1 000 000, грубо говоря. Здесь обязательно покупать лицензию на автомобиль. Лицензия может быть на 3 месяца, на 6 и на 12 месяцев. Я сразу купил, чтобы не заморачиваться, на 12 месяцев. Лицензия мне обошлась почти $900. Помимо этого, в течение месяца я получил письмо на почту, там, где я проживаю, письмо от полицейского департамента. За регистрацию платится единожды, за регистрацию автомобиля я заплатил $450. Но я уже точно не помню, примерно где-то $450. Ну вот и подходит наш выпуск к концу. Надеюсь, что сегодняшний выпуск, вся информация была для вас полезна. Была полезна тем, кто уже переехал или находится на начальном этапе переезда. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Поддержите канал лайком. Если у вас есть какие-то вопросы касаемо аренды, долгосрочной аренды, либо покупки автомобиля, любые вопросы, которые я не затронул в сегодняшнем выпуске, обязательно задавайте, отвечу на них с большим удовольствием. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока, до скорых встреч!